Значит, говоришь, распятие сгорело? Да, пылало несколько минут, а потом пламя стихло. А вот и пропаж нашлась. Молитвенный барьер священника. Ты чё тут забыл? Охраняю сон любимой девушки. Ты ничего не попутал? Она со мной. Да неужели? Тогда почему ночь здесь провел я, а не ты? Возвращайся-ка на свой поездок, братишка. Аманда, что здесь делает этот уголовник? Я не знаю. Он пришел ночью и остался. И тебя ничего не смущает, Амандочка? Умора, людишки такие дураки. Конечно, не смущает. Мы пара, и я имею полное право находиться рядом с ней. Это правда, Аманда? Ничего подобного. Я не встречаюсь ни с кем из вас. Вы оба сами что-то напридумывали. Оба сами меня поцеловали. Что? Разве я не права? Ты целовал ее? Не твоего ума дело. Аманда, ты целовала меня в ответ, разве нет? Это говорит о твоих чувствах. Ко мне она вообще давно сама лезла целоваться. Хватит! Ну, пришло время выбирать. Либо я, либо этот отморозок. Да, любимая, сделай выбор. Объясни ему, что он тут лишний. Чего расселся? Давай следом. Вот сучара. Я больше не могу. Я сильно запуталась в парнях. Что? Ты о чем вообще? Твою мать! Что это? Что происходит? Помогите! Кто-нибудь, спасите! Ты можешь излечить Ариэля. Да пошел он нахрен. Аманда моя. Мне все больше нравится твой настрой. Я погнал за ублюдком. Азраиль? Ну что, скоро мы попадем в магазин? Не терпится пошопиться. Вот я не понимаю Пола. Как он мог запасть на эту серую мышку Аманду? В ней же нет ни шарма, ни стиля, ни красоты.
Эми, тебе стоит успокоиться. Сейчас накупим шмоток, и тебе станет лучше. Тем более свет клином не сошелся на этом поле. Вера, лучше замолчи. Несешь какой-то бред. Пол невероятно сексуален. Я думаю о нем непрерывно. На мой взгляд, ты крепко романтична, а в колледже у нас парней мало. По сути, выбрать не с кого. В нашей группе только Пол да Эрик. И Рэнди с курса постарше. И его дружки-бездельники с богатым криминальным списком. Фрэн, не напоминай о них, а? И так не могу забыть, как меня лапал мерзкий чурка-нищеброд. Хотя, надо заметить, он доставил мне удовольствие. Господи, какая же ты похотливая, Эмми. У тебя нет стыда от слова совсем. Тогда, может, ты лучше этим чуркой и увлечешься, раз он настолько хорош в постели. Вот же две дуры и шлендра. Еще не хватало, чтобы я роняла свой статус с каким-то нищебродом. И запомни, в наше время стыд удел дурачков. Итак, тело нашли в лифте рано утром? Да. Вот, смотрите. У него внутри сплошной некроз. И судя по этому, он мертв уже не 10 лет. Но при этом, странным образом, сохранил свой внешний облик. Я такого никогда не встречал. Разве что в мифологии такое может быть. Это в какой мифологии? Мне приходит на ум тюркская мифология. Что-то связанное с гулями. Все это очень-очень странно. Этот тип проходит подозреваемым в одном деле. Как он может быть давным-давно мертв? Логического объяснения нет. А алогичное – то, что он какая-то нежить. Ну и шуточки у вас, доктор. Я вовсе не думал смеяться. И вижу, что вы сами задумались. Макс, сходи в охранку и проверь камеры наблюдения. Кто заходил сегодня в палату к Эрику Гранту? Все понял, сэр. Где у вас тут охранная комната? Нахрена мне это все видеть? Посмотри на падших, Рэнди. Видишь, как люди безропотно выполняют их волю? И чё? В тебе пылает пламя падшего, Дрей. И ты обладаешь такой же инфернальной властью, только пока ты ее не осознаешь. Ты помнишь знакомство со своей бандой? Ты подошел, позвал за собой, и они с легкостью пошли, даже не зная в тот момент твоего имени. Наша встреча была и прям странной. Но тогда мне было все равно. Ты можешь увести за собой легионы поганых людишек.
Но пока с тобой такие, как Ариэль и священник, ты не раскроешь свою силу до конца, оставаясь слабым получеловеком. В смысле слабым? Меня расстреляли, а я встал и разорвал обидчиков на куски. А представь, что бы ты мог, если бы ты полностью отказался от человечности и принял себя таким, какой ты есть. Тебе всего лишь надо забрать и осознать эту силу. Блин, я бы еще к себе забрал Аманду. На самом деле она тебе не нужна. Если бы ты хотел, она забыла бы всех подавшихся польщением, коим ты тоже обладаешь, как и все падшие. Включите, пожалуйста, записи с выходом на палату дочки следователя. Как ее зовут? Аманда Олдридж. Сэр, я посмотрел все записи, и вырисовывается следующая картина. С ночи в палате вашей дочери был Мередит. Что? Причем по записи не понять, когда именно он к ней прибыл. Затем, утром, к ней пришел еще один парень. Через несколько минут из палаты выбежало все трио. Ваша дочь, Мередит и парень. А на другой записи видно, как все трое вбежали в реанимационную палату. Далее туда вбежали вы, сэр, и медики. То есть записи с камеры обрезанные? Дело в том, что совершенно цельные. Ладно, поднимайся на 3-й этаж. В самую дальнюю по коридору палату. Иду. Вам повезло. Рана неглубокая. И благодаря следователю и Эрику мы успели вас обнаружить и залатать. Роберт, доброе утро. Эрик в порядке? Привет, Пол. С ним все хорошо. Давно я тут лежу. Полчаса. Это плохо. Кто тебя ранил? Простите, сэр. Сэр! Мистер Олдридж, что с вами? Что это было? Я не знаю. Я зашел в палату, а вы лежите. Господин, я здоровее. Азазель, зачем ты приволок сюда смертную? Ждите Адуэля, принц. Он скоро явится сюда за своей подруженцей. Вы его убьете. Здорово же я придумал, да? Идиот, ей не место в Шиоле. Тебе ли не знать? Я все знаю, мой принц. Но вы гляньте, какая сладкая, чистенькая, наивная, беззащитная людская девушка. Мне не нужна чистая, ты же знаешь. И себе ты ее не заберешь. Не отвлекайся от службы, Азазель. Убьем девчонку. Отпустишь ее немедленно. Это противоречит моим планам. Вернешь ее в мир людей, туда, куда я тебя направлю. И пойдешь не там, где я укажу. Проваливай, чтобы больше никакой самодеятельности. Девчонку оставь. Да, конечно. Извините, дорогой принц. Убирайся в бездну.
все же прошу тебя, вразуми Рэнди, чтобы не наделал он еще больше глупостей. Чувствую, что он в большой опасности. Отправляемся в участок. Скоро похоронная церемония. Тейлора необходимо объявить в розыск. Не думаю, что далеко ушел. Перехватит в окрестностях больницы. Думаете, ваша дочка с Мередитом? Все может быть. Похоже, он заморочил ей голову. Но что Тейлора ранил, плюс одно преступление в его личное дело. Странный типок этот Мередит. Сочувствую его отцу. Не повезло с сыном. Давайте я поведу, сэр. Дочь говорила, что у Пола Тейлора в полиции работает дядя. Я не припоминаю никого с фамилией Тейлор. Слышал такую? Нет, сэр. В отделе кадров вам скажут наверняка. Ты прав. Поспешим. Горжусь тобой, Адаэль. Этот падший бессмертный, не так ли? Да, ты тоже бессмертен, лишь низшие подвержены погибели. Адаэль, посмотри, этот мир твой. Стоит только сбросить маску и перестать играть чужую роль. Ты говоришь словами Аманды. Аманда, глупое человеческое дитя, стоит ли она твоего спасения? Ты издеваешься надо мной, гад! Ты буквально ночью провоцировал не уступать ее выродку Ариэлю. Твои заключения касательно Ариэля ласкают мне слух. Насчет девушки. Полиция уверена, что ты ее похитил. Похитил? Это я папашка надумался или Пол нашептал? Только посмотри, как она на тебя теперь реагирует. Она тебя шарахается и не примет таким, какой ты есть. Еще посмотри, твой отец не настоящий. Банда пошла за тобой под внушением. Здесь у тебя будет банда мощнее, и ты покажешь своим обидчикам, где зимуют раки. Здравствуйте. Добрый день, сэр. Как вы? Держимся. И через час похороны Брук. Однако возникло срочное дело. Служит ли в полиции офицер Тейлор? А имя? Не знаю. У него есть племянник Пол. Сейчас посмотрю по списку кадров в общей полицейской базе. Действующего сотрудника с такой фамилией нет. А был с такой фамилией? Был раньше комиссар Карл Тейлор. Не у нас, в Плимуте. Информация о нем засекречена. Но если у вас есть полномочия, то можете воспользоваться своим паролем и посмотреть файлы. 15 лет назад в перестрелке в летнем лагере Плимута убили комиссара полиции Карла Тейлора. Он руководил операцией по освобождению заложников. Преступники захватили школьников. В числе заложников был его племянник, 8-летний Пол Тейлор, который по окончанию операции пропал без вести. Как такое возможно? Получается, это наш Пол. Доверил дочь незнамо кому. Ну как, Эми, стало полегче? Стало. И уже продумываю новый план мести Аманде. Кстати, о ней. Смотрите, девочки. Обнаружил директора мотеля, начиная преследование. Это с кем она идет?
Он просто секси. Вот шалашовка. Менять мужиков как перчатки. А одета ужасно. Эми, мне кажется, что она вообще в больничной пижаме. В больничной? Ну тогда почему она не в больнице, а разгуливает с мужиком? Но сейчас мы поправим это дело. Эми, не надо. Так, и что мы тут делаем? Эми, откуда ты здесь? Лучше уходи. Ну уж нет, Амандочка. Я смотрю, пол тебя уже не устраивает. Потянула на мальчиков постарше. Послушай, красавчик, она полная дура. Оставь ее. Возьми лучше меня, и ты ни капельки не пожалеешь. Что ж, раз ты сама просишь... Проваливай. Ты как, девонька? Больно. Захожу в заброшку в закоулке на Уилл-стрит 11 и веду преследование подозреваемого. Аманда, ты что здесь делаешь? Что это за парень с тобой был? Я не знаю, не помню. La muerte corporal no es el final de la vida. Porque una persona tiene un alma inmortal, lo que significa que la muerte no debe ser terrible. Слушаю. Мистер Олдридж, ваша дочь вернулась в больницу. Dios, Слава acepta el Богу. alma de la Она в ahora порядке? fallecida Linda. Мистер Олдридж, это одногруппница вашей дочки, Фрэнсис. Возможно, это и не важно, но я хочу рассказать. Внимательно слушаю. Аманда прогуливалась по Уиллоу-стрит с каким-то взрослым мужчиной. А когда мы у нее спросили, кто это, она сказала, что не знает и не понимает, что делает на этой улице. Это очень подозрительно, сэр. И я считаю, что это важно. Что за мужчина? Описать можешь? Да, высокий, с длинными светлыми волосами, на вид лет 30. Но я его толком не разглядела, потому что мы с Вирой повезли вашу дочь в больницу. Спасибо, Фрэнсис, за информацию. Не клади трубку. А что стало с мужчиной? Он развернулся и ушел? Сэр, я не знаю. Этот мужчина выпал из поля зрения, пока мы занимались Амандой. Но скажу наверняка, за ним увязалась наша подруга Эми. Блин, Вира, мне стало боязно за Эми. Вдруг она опять во что-то влипнет. Да ладно. Зато вернется с новыми впечатлениями. Каково твое решение, Фэ?
Все это меня расстроило и выбесило. Поубивал бы гадов. Всех. Кроме Аманды. Но не волнуйся. Скоро ты возвысишься над этим зубродом и покажешь им свое истинное лицо. А по поводу девочки, думаю, я устрою вам решающее свидание, где ты сможешь понять, как ты к ней относишься. Заметано. С возвращением, сын мой.